В этом видео я хочу показать тебе, как тренироваться в эскизе бровей без модели. И это необходимо каждому мастеру-бровисту, у которого есть сложность в построении эскиза или он не видит формы. И неважно, в какой технике он работает, натуральная или графика. Ведь базовые знания архитектуры в любом случае необходимы. А показ я буду делать вот на таких фейс-чартах, которые ты можешь забрать себе. А как именно, расскажу в конце видео. Привет, я Анастасия, практикующий мастер-бровист, автор книги и курсов по оформлению бровей. И на своем канале я бесплатно делюсь той информацией, которую многие не дают даже за деньги. Поэтому не забудь подписаться на мой канал. В этом фейс-чарте есть все необходимое для мастера-бровиста. На первой странице сразу же идет теория о том, как должны строиться брови, а именно, на какие точки нужно опираться бровисту, а также какие есть пропорции в бровях, которые нужно учитывать. Помимо теории, есть 8 красивых и разных лиц для того, чтобы научиться строить архитектуру бровей по чертам лица. Но это не все. Помимо фейс-чартов, я подготовила для мастеров тренировочные листы. Это очень поможет тем, у кого не получаются параллельные линии, у кого не получается соблюдать пропорции бровей и так далее. Тренировочные листы сделаны как на правую бровь, так и на левую, чтобы научиться ставить руку в разных положениях. Для твоего же удобства попроси в копицентре, чтобы тебе распечатали на двухстороннем листе эти фейс-чарты. Так ты сможешь прорисовывать и правую, и левую бровь одновременно. А также проследи за тем, чтобы качество печати было хорошее, потому что мне, к сожалению, первый экземпляр распечатали не очень хорошего качества. Особенно это видно в сравнении со вторым экземпляром. Итак, давай приступим к построению бровей на фейс-чарте и как правильно это делать. Для этого мне понадобится обычная линейка и карандаш. И первое, что я сделаю, это отмерю середину лица. Это нужно, чтобы видеть одинаковое расстояние между бровями. Для этого я беру линейку и отмеряю равное расстояние между внутренними уголками глаз и ставлю точку. Затем, не сильно давя на карандаш, я провожу линию от арки Купидона через точку, которую мы поставили. Итак, мы разделим лицо на две равные части. И таким образом мне будет видно расстояние между бровями, одинаково оно или нет. Это намного эффективнее, чем отмерять двумя пальцами, как это делали раньше. Затем я сначала отмеряю начало нижней линии брови. Ее найти намного легче, чем вы думаете. И для этого я не использую классическую схему найти начало нижней линии по крыльям носа. Для этого лучше сразу научиться видеть объемы лица и черты лица. Анатомически бровь – это всегда продолжение носа. И даже здесь на рисунке мы можем увидеть, что там, где находится тень, там у нас объем лица. И благодаря этому объему мы видим, как крыло носа переходит в надбровную дугу. И вся наша нижняя линия будет идти по этой надбровной дуге. А начало нижней линии начинается в середине изгиба от крыла носа до надбровной дуги. И после того, как я сделала отметку начала нижней линии на правой брови, я сразу же перехожу и ставлю точку нижней линии на левой брови. И проверяю, чтобы между этими точками было равное расстояние с погрешностью в 1–1,5 мм. И для наглядности в видео я отмечу эту точку единицей. Следующим шагом нам нужно отметить начало верхней линии брови, а значит найти ее ширину. И в данном случае я всегда смотрю на черты лица, будь то клиент, модель, либо фейс-чарт. Если черты лица крупные, то соответственно и бровь должна тоже быть широкой. И наоборот, узкие черты лица, узкие брови. Для начала, чтобы развить в себе насмотренность, можно ориентироваться на ширину верхней губы, построение ширины бровей. Отмеряем линейкой ширину верхней губы, это примерно 7–8 мм, и переносим на начало брови. И таким образом отмечаем вторую нашу точку. Следующим шагом я буду отмерять пятую точку, а именно хвост брови. Я не могу в данном случае найти сразу же апекс, так как у нас нету объема и бровей. Поэтому мы будем находить их другим способом. И для того, чтобы найти пятую точку, я воспользуюсь стандартной схемой построения бровей. А именно, я проведу линию через край глаза от арки Купидона.
Я провожу линию сначала на левом глазу не просто так. У девушки очень асимметричные глаза. Левый глаз шире, а правый намного уже. Но при этом надбровная дуга практически одинаковая по размерам. Соответственно, чтобы сохранить пропорцию именно бровей, я ориентируюсь на левый глаз. И после того, как я прорисовала линию на левом глазу, я отмеряю расстояние между точками от левого глаза до середины лба и переношу такой же размер на правую сторону лица. И только потом я буду проводить линию для пятой точки правой брови. Далее мне нужно поставить пятую точку в бровях. Если посмотреть на первую страницу с теории, то там можно увидеть, как должны выглядеть хвосты бровей. Они должны быть либо на одном уровне с началом нижней линии, либо чуть-чуть выше, буквально на 2-3 мм. После того, как отмерили эту точку, ставим ее под номером 5 и сразу же параллельно отмечаем такую же точку на левой брови, чтобы сохранить максимально равные пропорции. И только теперь мы можем найти апекс бровей. Если мы снова вернемся к теории на первой странице, то увидим пропорции нахождения апекса. Например, тело брови составляет 2/3 от всей брови, а хвост составляет всегда 1/3 часть. И чтобы ты не занималась вычислительной математикой, у меня уже есть готовая и легкая схема, как найти апекс брови, а точнее ее 1/3 часть. По данной схеме мы вычислили только место, где должен быть апекс. Теперь наша задача найти наклон брови. И тут тоже все очень просто. Веди линию по надбровной дуге от начала брови до нашей линии апекса. И как только дошла до нее, ставишь точку. Эта точка будет означать изгиб нижней линии брови. Затем нам нужно поставить точку апекса наивысшей точки брови. И делаем это на той же ширине, что и начало брови. Теперь у нас есть абсолютно все точки архитектуры брови. С помощью линейки эти же точки нужно перенести и на левую бровь. Затем приступаем к их соединению. В данном случае я тоже работаю параллельно. Сначала я соединяю первую и четвертую точку на правой брови, затем те же точки соединяю и на левой брови. Руку и фейсчарт ты можешь ставить как тебе удобно. Можешь поставить руку сверху, можешь перевернуть фейсчарт. То есть я сижу за столом и повернула его перпендикулярно себе. Всегда, как и с клиентом, так и с фейсчартом делай так, как удобно тебе и твоей руке. Помимо этого видео про эскиз, которое ты смотришь сейчас, на моем канале есть 2 больших ролика про то, как сделать архитектуру пастой и карандашом. Поэтому обязательно переходи на мой канал и смотри их. Далее я соединяю четвертую и пятую точку. И тут важно следить за тем, чтобы линии не были острыми. Хвост нужно прорисовывать не с четвертой точки, а взять немного подальше и начать закругление брови до хвостика. Это же закругление можно сделать и до первой точки. Главное, чтобы наибольшее закругление было в точке 4. Не раньше, не позже. Так бровь будет более плавная и красивая. То же самое повторяем и с левой бровью. Таким образом нам нужно соединить все остальные точки. Вторую и третью, третью и пятую. Делаем все линии параллельно друг другу, а главное их оставляем мягкими и не острыми. Также для себя ты можешь отметить следующие данные. Первое – это угол наклона брови. Он идет 10-15 градусов, и в этом месте будет растушевка, то есть свет. Затем отмеряем от начала брови 1/3 и до апекса. Это у нас будет полутень. Там при окрашивании бровь у нас будет чуть темнее, чем начало брови. А от апекса до хвоста будет уже тень. Это самая темная часть брови в окрашивании. После того, как я прорисовала весь эскиз, я себя перепроверяю. Я смотрю, все ли линии находятся на одной плоскости. И в данном случае мне понадобилось совсем немного почистить хвост левой брови, так как я его опустила слегка ниже, чем он должен быть. Эскиз готов, и ты можешь распечатать 8 таких лиц и каждый день тренировать свою насмотренность и руки. Помимо этого, если у тебя не получаются ровные линии, ты не видишь пропорций, или у тебя никак не получается изогнутая красивая нижняя линия, то для этого ты можешь распечатать несколько таких тренировочных листов. Я специально разработала эти тренировки, так как вижу, как многим студентам на офлайн-курсах сложно построить параллельные линии. И специально для этого я сделала уровни разной сложности. Сначала тебе нужно соединить линии там, где много точек друг с другом, и постепенно перейти к той части, где всего 4 точки, которые нужно соединить между собой. И таким образом ты постепенно переходишь к той части, где нужно нарисовать красивую ровную бровь.
Чтобы получить эти фейс-чарты, скачать их себе и распечатать для тренировки, тебе необходимо подписаться на мой Инстаграм, поставить несколько лайков на мои последние публикации и написать в директ слово «архитектура». И в течение дня я вышлю тебе ссылку на Google Диск, с которой ты можешь скачать эти фейс-чарты. А мое видео подошло к концу. Не забудь подписаться на мой канал, поставить лайк этому ролику и до встречи в новом видео. Пока-пока!